Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Очень приятно читать ваши комментарии. Спасибо большое. Я сегодня к вам с новыми ниточками. Ниточки, конечно, мы с такими работали, но у меня получается новая палитра. Еще таких ниточек у меня не было. Видите, как интересная расцветка. И с новым узорчиком. Но акцентирую ваше внимание. Вы берете пряжу любую, не только такую, которую показываю я. Все узорчики универсальные. Пробуйте, вяжите из любой пряжи. Один и тот же узорчик из разной пряжи смотрится по-разному. Итак, я сегодня расскажу о ниточках, с которыми работаю я. И это будет полезно для новичков, кто еще с такими ниточками не работал. Называются они Alize Super Lana Classic. Идем дальше. Смотрим. Получается, пока не забыла, сразу же назову цвет. 29,70. На камеру все цвета передаются такие, какие есть на самом деле. Дальше в 100 граммах здесь находится 280 метров. Видите? И по составу, что это за ниточки? 75% здесь это акрил, 25% это шерсть. Нам советует производитель, смотрите, говорит, берите крючок 3-4. Видите? Да, секционную пряжу лучше всего вязать спицами. То есть вы просто вяжете лицевой гладью, и в зависимости от того, как ложится цвет, уже появляется сам по себе узорчик. Мы, крючковязы, тоже хотим попробовать, да, повязать такими ниточками. Это очень интересно, когда наблюдаешь за переходом цвета. Ну, а получается, крючок для сегодняшнего узорчика у меня будет, смотрите, какой, видите, какой длинный. Называется тунисский крючок. И размер я его беру, смотрите, 3,5 миллиметра. Понятно? Вот такая красота. Ну что, свяжем? Давайте. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу, получается, 3 полных раппорта. Это получается 24 воздушные петельки. И один неполный, всего лишь только 7 петелек. Так, ну вы увидите особенности. Это получается 24 плюс 7, 31 воздушная петелька. Угу. Смотрите, какая особенность. Тунисский крючок мы держим как спицу. Кто если бы держал спицу, да, то есть вот таким вот образом, потому что иначе неудобно. Крючок очень длинный, а так будет очень удобно. Ну, а все остальное вот так же, как и при обычном крючке. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот, мой будущий образец. Далее смотрите, что мы делаем. Получается, вот наша петелька получается на крючке, отступаем 1 петелька, 2 петелька, во вторую петельку вот так вот нырнули, вытянули ниточку, держим на крючке. В следующую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку, держим на крючке. И вот так вот шагаем до конца ряда и набираем на крючок наши петельки. По итогу петелек на крючке должно быть ровно столько, сколько вы набирали петелек в цепочку. То есть в моем случае 31 воздушная петелька в цепочке, значит 31 будет петелька на крючке. Несложно, да? Все. И вот так вот шагаете до конца ряда, да? Набираете петельки на крючок. Давайте самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Это несложно. У вас получится. Так, смотрите, вот я набрала свои петельки на крючок, все ровненько, аккуратненько. Теперь я должна буду вернуться на начало ряда. Каким образом? Смотрите, я вот так вот захватываю ниточку и провязываю 2 петельки сразу же. Раз, видите? Опять захватываю ниточку и 2 петельки сразу же. Раз, два. Угу. Захватываю ниточку и опять 2 петельки. И вот так вот я шагаю со своей скоростью, берусь поудобнее, поближе, подальше, как мне удобно. И получается аккуратненько вот так вот провязываю до начала ряда. Несложно, да? Давайте самостоятельно до начала ряда, а в начале ряда я вас встречу. У вас вот такая вот получается гусеничка, видите? Интересная. Давайте. Так, смотрите, вот такая вот интересная у вас гусеничка должна получиться. Все ровненько, аккуратненько. И как мы заканчиваем наш ряд? Вот у нас 2 последние петельки. Мы их точно так же провязываем вместе. 2 петельки, все. Вот, наш ряд закончен. Далее смотрите внимательно. Делаем накид. Пропускаем вот одну вертикальную капельку. И в следующую капельку, смотрите, вот так вот насквозь ныряем.
вытягиваем ниточку, провязываем воздушную петельку 1, воздушную петельку 2. Вот такая картина должна получиться. Опять накид, следующую капельку пропускаем, так, и через капельку шагаем опять насквозь, вытянули ниточку, провязали воздушная петелька 1, воздушная петелька 2. Опять накид, следующую капельку пропускаем и через капельку шагаем насквозь, вытянули ниточку, провязали воздушная петелька 1, воздушная петелька 2. Вот у вас получается 3 такие вот пары, да? 1, 2, 3. Как только вы их 3 провязали, делаем накид, пропускаем капельку, так, а в следующую капельку, смотрите, как ныряем. Нырнули, вытянули ниточку, подтянули на высоту, да, наших, получается, всех петелек. Держим, не провязываем. Накид. Опять сюда нырнули, вытянули ниточку, держим, не провязываем. Накид. Опять нырнули, вытянули ниточку, держим, не провязываем. Количество накидов и петелек вы можете контролировать сами, регулировать, да, хотите больше, хотите меньше. Сделайте больше, у вас будет здесь пышный столбик более эффектнее, но пряжа скушает больше. Так что я сделаю, давайте, накид и 4-й раз, на этом остановлюсь. Так? Теперь смотрите, вот у меня был накид первый, да, я делала. Я до него, получается, все петельки за один раз провязываю. И у меня остается вот такая картина. Поняли, да? Вот 1, 2, 3 комплекта, да, наши пары. И точно так же получается накид и вот такая вот петелька. Идем дальше. Накид. Пропускаем следующую капельку, то есть повторяем, да? Следующая капелька. Нырнули, вытянули ниточку. 1 воздушная петелька, 2 воздушная петелька. Опять накид. Пропустили одну капельку, в следующую капельку насквозь нырнули, вытянули ниточку, провязываем. 1 петелька воздушная, 2 петелька воздушная. То есть уже 2 пары, видите? 1 пара, 2 пара. Накид. Опять пропускаем капельку, в следующую ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем. 1 воздушная петелька, 2 воздушные петельки. Вот 3 наши пары. После этого накид. Капельку пропустили, нырнули. И здесь я, получается, делаю 4 накида и 4 петельки. 1. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. Накид сюда же. 4. И теперь получается самый первый вот этот вот накид держу, а все остальные петельки провязываю. Оп, видите? Вот. И у вас получается вот такая вот картина. Видите? То есть получается наши накиды с воздушными петельками 3 раза, потом накид, пышный столбик. Накид с воздушными петельками 3 раза, накид, пышный столбик. И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Понятно? Не сложно? Надеюсь, не сложно. Давайте самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот я провязала практически до конца ряда. Вот такая картина получается. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот у меня здесь получается 1 пара, 2 пара. Я делаю накид, так, пропускаю одну петельку. И вот у меня последняя получается моя петелька. Я ныряю в нее, вытягиваю ниточку и провязываю точно так же. 1 воздушная петелька, 2 воздушная петелька. На этом мой ряд закончен. Понятно? То есть вот эти вот 3 пары провязала и все. Дальше возвращаемся к началу ряда. Беремся поудобнее, поближе, подальше. Захватили ниточку и провязываем 2 петельки. 1, 2. Видите? Ниточку захватили, провязываем 2 петельки. 1, 2. Опять захватили, провязали. 1, 2. И вот так вот мы шагаем до начала ряда. Вообще ничего сложного, да? Вот. И пышный столбик точно так же провязываем, как 2 петельки. Все. Вот так вот шагаем до начала ряда. Вот такая картина у вас получается. Все, давайте самостоятельно. А здесь в начале ряда я вас встречу. Угу. Давайте. Так, смотрите. Вот такая вот картина по итогу получается. Провязали до начала ряда. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же получается. Провязываем 2 петельки вместе. Оп. Все, ряд наш закончен. Далее накид. Смотрите. Там, где у нас был накид, вот накид, мы его тоже пропускаем. Вот там, где у нас были 2 воздушные петельки, смотрите, в верхнюю петельку вот так вот насквозь аккуратненько ныряем, вытягиваем ниточку, так, вот видите, и продолжаем, получается, наши воздушные петельки. 1 петелька, 2 петелька, видите, и у нас получается как бы, вот они, 1, 2, 3, 4 растут друг над дружкой. Накид. Опять там, где накид, мы пропускаем. Вот там, где воздушные петельки, в верхнюю петельку нырнули, вытянули ниточку, так, и провязываем 2 воздушные петельки. 1 воздушная петелька, 2 воздушная петелька. Угу.
Опять накид. Точно так же накид здесь пропускаем. И там, где воздушная петелька, ныряем. И точно так же провязываем раз воздушная петелька, 2 воздушная петелька. То есть мы повторяем полностью предыдущий ряд. Далее накид. Там, где накид, мы тоже пропускаем. Вот у нас идет пышный столбик. Видите? Вот над пышным столбиком такое окошечко. Ныряем в окошечко. Вытягиваем ниточку раз. Точно так же делаем пышный столбик. Сюда же нырнули 2. Накид сюда же нырнули 3. И накид сюда же нырнули 4. Теперь точно так же, как в предыдущем ряду. Вот этот накид держим, не провязываем, да. Все остальные петельки провязываем аккуратненько за один раз. Оп, и провязали. Понятно? То есть мы с вами повторяем точь-в-точь вот наш первый ряд. Все. И дальше точно так же. Накид. Там, где воздушные петельки, нырнули в верхнюю петельку и провязываем. 1 воздушная петелька, 2 воздушные петельки. Опять накид. Там, где у нас воздушные петельки, ныряем в самую верхнюю петельку, нырнули. Раз воздушная петелька, 2 воздушная петелька. И третий раз накид. И точно так же. Понятно, да? То есть я думаю, что сложности не составит. Вы провязываете точно так же, как в предыдущем ряду. Накид. Вот опять наш пышный столбик. Нырнули раз. Нырнули 2. Нырнули 3. И я нырнула 4. Да? Вы можете 4, 5, 6, 7, как хотите. Вот. Получается, накид держим, его провязывать мы не будем. Все остальные петельки аккуратненько за один раз провяжите. Оп, все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Понятно? Я думаю, что несложно, вы справитесь. Давайте самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда. Вот такая красота получается. Вообще ничего сложного. То есть элемент над элементом, да? Точно так же мы закончили ряд. Получается, сделали воздушную петельку. И там, где у нас были последние петельки воздушные, так, верхнюю петельку нырнули, провязали 2 наши воздушные петельки. Итак, возвращаемся опять на начало ряда. И опять никаких сложностей не возникнет, потому что точно так же провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки и так далее. Шагаем до начала ряда. Понятно? То есть принцип узорчика, надеюсь, вы поняли. То есть вообще никаких сложностей узорчик не должен вызвать. У нас получается всего лишь, если считать тунисский ряд, да, тунисский, это получается вы провязываете в одну сторону и возвращаетесь в другую сторону. То есть если обычно это 2 ряда, тунисский это 1 ряд. Все, то есть получается сам по себе узорчик представляет 1 ряд тунисским крючком. Все, и вот так вот провязывайте. Как только провяжете до начала ряда, опять начинаете провязывать точно так же. Опять делайте накид, 2 воздушные петельки, накид, 2 воздушные петельки и так далее, и так далее. И здесь опять же будете делать над пышным столбиком пышный столбик. Я надеюсь, все понятно. Да? Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Я, в свою очередь, посмотрю, как у меня будет меняться ниточка. Очень интересно, люблю этот процесс. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот так вот поменялся цвет. Так, то есть я пока еще не дошла до светлых оттенков. И потом переходящие в розовые ниточки и так далее. Но это мы сделаем в следующем узорчике. Угу. Итак, смотрите. Вот такой вот получается дырчато-ажурный, на то же время с объемными элементами узорчик. Он, получается, у вас выглядит вертикально. Но не забывайте, что вы можете в любой момент узорчик свой повернуть, да, шарфик или палантинчик. То есть вы можете перевернуть его в вашем изделии, что вы будете делать, маечку или топик, да, ну, в зависимости от ниточек. То есть крутите, вертите, пробуйте взять не только из секционной пряжи, но и просто из обычной пряжи, однотонной пряжи. А также можете просто провязывать один ряд одним цветом, другой ряд другим цветом, да. То есть все на ваше усмотрение, вы большие дизайнеры, пробуйте, экспериментируйте. В моем случае из моих ниточек вот так вот не тянется узорчик, да. Получается вот так вот он, конечно, будет тянуться. Вот. Напишите обязательно в комментариях, что вы видите данным узорчиком, какими ниточками, да, какое это будет изделие. Возможно, кто-то из вас уже вязал что-то интересное данным узорчиком. Тоже пишите, тоже рассказывайте, будет интересно. Итак, давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я, получается, набирала сегодня 31 воздушную петельку. Моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания у меня получается вот 18 сантиметров, даже вот с хвостиком, видите, 18. Вот. И получается здесь у нас... Будем читать по пышным столбикам. То есть мы туда и обратно провязали. Это один тунисский ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. 11 тунисских именно рядов. Так, смотрите, 15 сантиметров. Как вам?
Я думаю, что шикарно. Вяжется очень быстро. То есть вы можете запланировать себе изделие, да, свяжете быстро. Очень простой узорчик. Буквально, видите, даже сами один ряд. И все. Как вам сегодняшний узорчик? Смотрите, с другой стороны он выглядит точно так же. Выбираете любую сторону, и такая сторона у вас будет лицевой. Это понравилось, значит, это лицевая. Та сторона понравилась, значит, та лицевая. Угу. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Надеюсь, умеете. Если что, спрашивайте в комментариях. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.